Друзья, всем привет! Сегодня у нас строительство открытой веранды, пристройка к дому размером 6 на 6 с двускатной крышей. Расскажу, какие материалы куда использовались и сколько по стоимости получилось. Приятного просмотра! Вот это вот винтовые сваи 89 диаметра, их количество 9 штук, то есть 3 ряда по 3 штуки, плюс 2 сваи, вот здесь вот закручены, это под крыльцо. Значит, вот это брус 100 на 150 сразу стоит на сваях на ребро. Дальше идут половые лаги из доски 40 на 150 на ребро, сразу же установлены на брус. Настил пола выполнен из шпунтованной доски 28 толщины, 28 на 145. Вот эти стойки это брус 100 на 150, то есть все стойки выполнены из одинакового бруса. И вот эти вот лежни тоже выполнены из бруса. Вот здесь вот, поскольку пролет 6 метров, выполнен сдвоенный брус 1 на 1 поставлен. То есть конек вот этот поднят примерно на 1,5 метра и стоит сдвоенный брус, сбитый между собой гвоздями. Вот эти вот стропила, то же самое, этот же брус стоит на ребро. Заказчица попросила, чтобы балки были видны. То есть вот сейчас были установлены вот эти брусья с шагом примерно 90 сантиметров между друг другом. Дальше будет настелен настил из дюймовки струганной, и потом уже будет сверху накрыта крыша андулином. Вот сейчас вот здесь вот выполнено это временно укосины для того, чтобы держалась диагональная связь.
Так, друзья, обратите внимание на ограждение. Вот эта вот нижняя часть, вот эта вот часть, она выполнена из бруса. То есть это тот же самый брус, что у нас и на стойках стоит. 150 на 100. Ну, фактически он немного меньшего размера из-за того, что это сухой струганный брус, поэтому он имеет фактически меньший размер. Он, в принципе, заполнялся как вот, ну, грубо говоря, как стенка из бруса. Просто вставлялся друг на друга. А вот этот вот простеночек маленький, это каркасная стенка. Это сделано из-за того, что большая вероятность того, что если такие маленькие кусочки сделать между собой, то они на следующий год просто разойдутся сами по себе, не будут держаться, потому что дерево из дерева, чем бы его ни покрывали, там краской, оно все равно будет гулять и появятся большие щели. И вот эти элементы, такие маленькие простеночки, лучше всего сделать из каркаса и обшить просто вот имитацией бруса, как у нас вот выполнено, вот фронтон зашит. И вот эти вот части, вот здесь вот с этой стороны, и вот там вот тоже угол, именно верха сделаны по каркасной технологии. Вот это вот весь низ, это низ из бруса сделан. Сбивался, крепился гвоздями между собой. Вот крылечко сделали, тоже оно не висит, оно именно стоит на сваях. То есть у нас вот эта вся конструкция, она именно на фундаменте сделана. И вот видите, тут еще специально оставлено расстояние до земли. Тут надо будет сделать просто подсыпку какую-то из там щебня, чтобы крыльцо не выдавливало зимой, если будет подниматься. С учетом того, что это было сделано из сухого струганного материала, стоимость материалов и работы на данную пристройку обошлось в 600 тысяч рублей. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, попробуем ответить. Ну, до новых встреч, подписывайтесь на канал.